that little bit of anxiety can be very helpful. И вместо того, чтобы быть радостным в состоянии, когда он может быть даже немного беззаботным, мы упустить какие-то детали, наоборот, состояние легкой беспокойности ему помогает, в том числе и с деталями. But before you give a presentation, it helps to be a little sad to go through your materials to make sure there are no errors. Но перед тем, как давать презентацию, очень помогает состояние легкой грусти при анализе и выявлении ошибок, которые могли там быть, предварительной вычетки презентации. Yeah? But for people sitting there, you've had a long day, the fact that you were in that green area is extremely helpful for you. Но для вас сегодня, кто сидит и слушает это выступление, очень помогает находиться в состоянии зеленым, даже несмотря на долгий день, который у вас был. Состояние зеленое, оно помогает слушать и извлекать для себя больше. Low energy, you're sitting, that's fine. The pleasantness allows you to be open, to be reflective, to think about the content of our conversation. И низкий уровень энергии здесь не играет роли, потому что вы сидите, но позитивный фон, он способствует принятию, пониманию и усвоению того, о чем мы сегодня с вами говорим. And if you're in the yellow, happy, you have a lot of energy, you might be thinking, oh, I can do this, I could do that. You're engaged in creative brainstorming. В желтом квадранте, в радостном состоянии энергия переполняет, эмоции хорошие, и такое состояние оно способствует мозговому штурму и креативному процессу рождения новых идей. So all emotions are helpful and all emotions are smart. You have to match the emotion to the task. Поэтому надо сказать, что все эмоции помогают, все эмоции имеют умное применение, но необходимо делать так, чтобы ваша эмоция, эмоциональный фон соответствовал той задаче, которую вам необходимо выполнить. So that's the second question or ability. The third ability is to understand why you feel the way you feel on the next slide. Это вторая компетенция, это умение понимать, почему вы чувствуете себя тем или иным образом в той ситуации, в которой вы находитесь. So this is a very cognitive process. You have to think about not just how you feel, but what caused you to feel this way. И это осознание, это понимание, это очень когнитивный процесс. Вам следует понимать не только, как вы себя чувствуете, но и почему вы так себя чувствуете, что вызвало у вас ту или иную эмоцию. You have to think about, is my sadness or anger or anxiety due to the fact I didn't sleep well last night, or is it something that happened? Is it a mood or an emotion? Можно задуматься, да, и спросить, почему вот я сейчас себя чувствую грустно, устало, расслабленно. Это может быть связано с тем, что я не выспался, или же это что-то произошло. Если это не связано с каким-то событием, то это настроение. Но если это связано с чем-то, что у вас произошло, то это эмоция. So if you're frustrated or angry about something, you have to ask yourself, is it just because I tend to get easily frustrated, or did something happen? И если вы чувствуете злость, если вы чувствуете озадаченность в отношении чего-то, то можно задать себе вопрос, я это чувствую, потому что я всегда так реагирую, или же что-то все-таки произошло, что привело к такому чувству. Yeah? Fourth ability. We go to the fourth ability and the fourth question. И на этой мысли, на этом вопросе вы переходите к четвертой компетенции, к четвертой способности эмоционального интеллекта и к четвертому вопросу, который с этой способностью связан. The fourth question is, how will you stay focused and engaged? Sorry, can we get back to the third question? Because the first one was, how do you feel? The second was, why do you feel this way? It's the second or the third one? It's the second. Which one is the third? Yeah. The third is, why do you feel this way? Прошу прощения, третий это почему вы именно так? Does it matter? Второе, это имеет ли значение вообще то, как вы себя чувствуете. А первое, это как вы себя чувствуете. То есть, как вы себя чувствуете, это первый вопрос. Второе, это имеет ли значение то, как вы себя чувствуете. Третий вопрос, это то, почему вы себя чувствуете данным образом. Yeah? Sorry. No, sorry. We've got all the questions right. Now let's get back to the fourth one, please. Oh, good. Good. The fourth is the most important one. Да, как раз четвертый и самый важный из них. And it simply says, how will you stay focused and engaged today? И этот вопрос звучит следующим образом. Как вы сегодня будете оставаться сфокусированным, сосредоточенным и вовлеченным?
So, as you can tell, we're going to have some problems with Skype. Как вы понимаете, у нас, конечно, проблемы технические со связью есть. And that's going to impact your focus and attention. И это тоже повлияет на ваше внимание и на ваш фокус. So, what people do to manage their emotions? Поэтому вопрос, что люди делают для того, чтобы управлять и регулировать свои эмоции, которые могут возникать даже в этой связи. So they can stay focused. Для того, чтобы оставаться сконцентрированными и сохранять свой уровень внимания. Что люди делают для этого? It's a question to the audience, yes? It is a question for Да, them. Yes. это вопрос вам. Что люди делают? Делать, да, чтобы оставаться сконцентрированными сегодня и получить максимум информации. Ну, кто что, у кого какие стратегии? A good strategy would be to drink a cup of coffee. Соблюдать режим дня. That helps. To stick to the regimen. Also to articulate to yourself why is it so important to stay focused. To maybe to have a breather. Yes. All very good. Yeah. It helps to try to apply this to your work or to your life. This applies to everything you do. Да, и это можно применить ко всему, что вы Thinking about it делаете. applied. К работе, к обучению вы можете думать так в отношении любой сферы вашей жизни. So this is emotional intelligence. That's the next slide. 4 abilities, 4 questions, 4 skills. И вот это и есть составляющая эмоционального интеллекта. Это 4 компетенции, 4 вопроса с ними связанные и 4 навыка. And we use this model to teach executives, managers, leaders, and teachers. И эту модель использует Дэвид и команда для того, чтобы обучать руководителей, сотрудников компаний, педагогов и многих других. And it's an incredibly simple model. It's just very hard to do well and to do well on a consistent basis. Эта модель очень простая, но есть сложность в постоянном ее применении на должном уровне, в том, чтобы применять ее постоянно и поддерживать уровень компетенции в ней. So this is what we call emotional intelligence. И вот перед вами то, что You can see on называется. that next slide. Intelligence was proposed in 1990. И вот суть подхода, который Дэвид разработал и предложил в 90-е годы к обучению эмоциональному интеллекту. By 2 psychologists, Peter Salovey and Jack Mayer. Первый элемент был разработан 2 психологами, это Питер Саловей и Джек Мэйер. 2 psychologists, they're two of my friends and colleagues. Это непосредственно друзья и коллеги Дэвида, которые разрабатывали этот подход. The reason is because most people have heard of emotional intelligence because of a very well-written book that came out in 1995. Причина, по которой эти 2 фамилии чаще всего всплывают в контексте обсуждения эмоционального интеллекта, состоит в том, что они написали книгу, которая стала очень популярной в 90-е по этому вопросу. But in our approach, emotional intelligence is an intelligence, it's a hard skill, it's a set of specific hard skills and abilities. Но в подходе Дэвида в эмоциональном интеллекте выделяется, конечно, составляющая интеллекта в первую очередь. И говорится про набор навыков, которые можно обучиться для приобретения этой способности. And we have our own book, it's actually on my bookshelf, called The Emotionally Intelligent Manager, and my colleague Zekatika published this in Russia. И да, у Дэвида на полке стоит книга, которую он написал. Ее коллеги уже перевели и издали в России. Она перед вами. Это эмоциональный интеллект руководителя. Yeah? If you go to the next slide, it says the basis for emotional intelligence. Окей. И перед вами основа эмоционального интеллекта. Sorry. Emotions are a source of data. They can help you think. They're key to good decision making.
people vary in Первый элемент это то, что эмоции источник данных, которые помогают нам принимать более качественные решения. of our view of emotional intelligence. Sorry, could you get again? You were chipping a little bit. Sorry, can you repeat the last part? We're lagging a little bit. Опа. Сейчас вернем.